Всем добрый день. Итак, дорогие друзья, немножко сейчас, да, вот так лучше видно. Я еще в прошлом году вас познакомила с некоторыми фактами, связанными с фортуной, и сказала, что месяц июнь посвящен вообще фортуне. Считается самый благоприятный месяц в году. Хотя для вас может быть благоприятным любой месяц, если вы к ней обращаетесь. Фортуна. В греческом пантеоне Фортуна появилась почти что изначально со времен становления этого пантеона. Звали ее Тихе. Тихе, которая получила от Вселенной полномочия руководить человеческими судьбами и дарить людям удачу. Изначально она была богиня счастливой судьбы. Так и продолжает. Хотя ей приписывали несколько разных функций, называли ее вообще божеством судьбы. В любом случае, она так и осталась в памяти людей, как богиня счастливой судьбы, счастливого случая и прочее. Если человек становится любимицей фортуны, если человек становится тем, кому она помогает, то у этого человека в жизни не будет никогда черных дней. Этот человек может получить помощь во всем и всегда. Этого человека никто не сможет ни осудить, не оклеветать, не испортить имя. То есть с этим человеком ничего не случается, невзирая на все, что происходит вокруг этого человека. Потому что человек становится избранным избранником самой судьбы. Судьба сама женщина. И она любит смелые поступки, она любит смелых людей, рисковых людей, храбрых людей, которые не боятся начинать с нуля, идти и подниматься. И она им покровительствует. Итак, дорогие друзья, для начала скажу, что... Ой, какой кошмар. Закрою я. Значит, этот рев непонятно чего там на ней действует. Тихе берет у Зевса дар. Это рог козы, Алкмены, которая выкормила его, когда его мать Гея прятала от своего отца, пожиравшего своих детей. Так вот, рог козы Алкмены как символ благополучия и щедрости. И из этого рога изобилия начинает изливаться на людей ее дары. Богатство, счастье, имущество, слава и так далее. И вот после она начинает изображаться с рогом Алкмены, то есть с рогом изобилия. Греки называют ее Тихе. Римляне называют ее Фортуна. Латинское слово «фортун», что означает «судьба», судьбоносная богиня. Когда начинаются римские завоевания, то в Дакии, в Испании, в Англосаксонии, в общем, на всех этих территориях Европы, куда вступает нога римского солдата, легиона, распространяется ее культ. Там ее приписывают еще и Бригитте. То есть культ Фортуны сначала существует с культом Бригитты, а потом отделяется. Отделяется и появляется богиня Фелиция. Фелиция счастливая. Это уже испанское слово. Так вот, у нее 3 имени. Фортуна, Тихе, Фелиция. Дорогие друзья,
Почему-то всегда было принято изображать ее такой легкомысленной девахой, мол, фортуна, которая дарит удачу, невзирая ни на что. Фортуна то поворачивается лицом, то другим местом, и тогда все пропало. На самом деле это очень серьезное божество, это очень сильное божество, и она была очень почитаема в древние времена. Еще Тацит писал, что даже варвары почитали Фортуну, и везде стояли ее изваяния. И вы знаете, что происходит? Когда римляне перестают ее почитать, когда римляне постепенно начинают забывать ее культ и перестают ходить в ее храмы, а варвары начинают почитать Фортуну, происходит некая вещь. Римская империя в конце концов распадается, а вот у варваров начинает появляться государство. Дакия, Испания, Англия. Понимаете? Фортуна поворачивается лицом к ним и помогает им подняться и становиться. И забывает о Римской империи, потому что Римская империя забыла о ней. В нашем мире на протяжении истории происходит очень много вещей, которые изначально кажутся нам банальными, обычным историческим процессом. Но когда начинаем копаться в этом, когда начинаем это изучать, оказывается, здравствуйте, оказывается, что это все не случайности. Вот, звонки, как всегда. Что на самом деле Римская империя распалась, может быть, еще одна из этих причин была в том, что они забросили культ фортуны, оставили культ фортуны, и этот культ переняли варвары. Тем самым привлекли к себе внимание фортуны. Далее. Есть два дня, отмечающиеся для фортуны. 29 мая считается днем фортуны, когда открытие ее основного храма было в Риме, то этот день считается днем фортуны. А 24 июня считается день ее рождения. А если честно, становление, потому что рождение мы не можем знать, божество, когда родилось и когда было создано. Становление ее, то есть распространение ее культа и становление ее основного культа 24 июня. Много тысяч лет назад. Так вот, дорогие друзья, у вас есть сегодня уникальная возможность купить розы своей фортуне. Нет, неправильно, я тогда немножко ошиблась, Ян. 29-й это ее день, 24-й это как рождение, становление. Я извиняюсь, мне нужно послать, наверное, там кое-кого, раз люди не понимают и звонят без конца. Все, отключили. У вас есть возможность окурить ей благовоние, подарить ей розу. Да, поставить возле нее фрукты, потому что ее силы питаются ароматами, молекулами еды. У вас есть возможность обратиться к ней своими словами. Я говорю, это очень сильное божество. Вы можете просить у нее все, что вам хочется. Вот все, что вы хотите, вы можете у нее попросить. И можете попросить за своих родных и близких. Она слышит и помогает. Только прежде чем иметь такую возможность и такую смелость, вы должны для нее что-то сделать. То есть вы должны с ней усилить свою связь, чтобы потом иметь право подойти и просить. Я уже устала повторять и говорить, что не обязательно, чтобы была статуя, можно просто ее просить, а потом эта статуя вы приобретете, вы найдете, это придет к вам.
Это не волшебные статуи, это просто символ ее в вашем доме. И тогда то, что вы просите, оно сильнее срабатывает, потому что у вас есть еще ее символ. То есть есть куда обращаться напрямую. Нет, плохо видно, и мне уже раздражает это. Вот так лучше. Итак, дорогие друзья, ваша Фелиция, Тихая, Фортуна – это ваша удача. Это божество вашей удачи, вашей удачливости, которое дарит каждому, кто приходит к ней. Почему у нее завязаны глаза? Потому что она не смотрит на твой ум, на то, насколько ты достойна этой помощи. Если другие боги, видите, как быстро выпивается. Если другие боги должны оценить ситуацию и понять, достоин ли ты этой помощи, то у Фортуны все по-другому. Не имеет никакого значения для нее, кто ты есть, кем ты был. Не имеет значения, умен ты или глуп. Если она решила тебе помочь, она тебе поможет. Понимаете, дорогие друзья, я помню, как-то сказал очень известный следователь Московской области еще тех годов, который добился успеха. Он сказал, можно иметь знания, можно иметь смекалку и много чего. Но в нашем деле, он сказал, нужна такая часть удачи. И в каждом деле она нужна, понимаете? Часть удачи, то есть благословение, оно нужно. А что такое часть удачи? Что такое вообще благословение? Это когда обстоятельства складываются так, что у тебя получается то, что ты хочешь. Это когда к тебе приводят людей, которые тебе объясняют, помогают в той или иной ситуации, или с тобой работают, и с тобой вместе добиваются того, что ты хочешь. Вот что такое удача. А если есть благословение ее, той самой удачи, той самой судьбы, то вам бояться больше нечего. Со временем вы замечаете, что вы стали просто везучим человеком, даже если вы когда-то были абсолютно, скажем так, как называют это слово, уже забыла. Хорошо, что я забыла это слово. Неудачником. Даже если вы были неудачником, вы со временем замечаете, что вы стали удачливый человек. И эта удача может быть передана вашим потомкам, вашим детям. Поздравьте Фортуну сегодня с ее днем. Становление, рождение, как вам нравится. Она не обидится. Поставьте возле нее благовоние. Вообще делайте это часто. И вы увидите, как обстоятельства в жизни будут складываться в вашу пользу все время. Как тонкий мир будет подстраиваться под вас и будет менять вашу жизнь в лучшую сторону. Невзирая на то, кто вы, что вы, как вы жили в своей жизни, что вы неправильно сделали, как все было, есть шанс изменить и начать новую жизнь абсолютно удачливого человека.